В этом видео речь пойдет об агрессивной торговой стратегии под названием Agatis Aggressor. Данная стратегия предназначена для тех людей, кто готов рискнуть небольшими деньгами ради большой цели. А цель в данной стратегии – это увеличение первоначальной инвестиции в 110 раз. Эта стратегия поможет сформировать капитал тем, у кого его нет. В этой стратегии вы можете начать инвестицию с размера в $100 и увеличить свой капитал до 11 тысяч. Хотите узнать как? Смотрите дальше. Итак, давайте поговорим о самой стратегии. Слева в столбце рассмотрим основные ее параметры. Здесь мы видим, что период бэк-теста с 2003 года по конец 2020. Полностью алгоритмичная торговля. Режим торговли агрессивный. Торгуется 20 основных рынков Форекс. Всего было за всю историю теста протестировано 27 торговых ситуаций. Они следовали в хронологическом порядке друг за другом. Из 27 полных циклов успехом завершились все 27, что вы можете видеть в столбце Success 27. Failed 0, то есть все попытки закончились успехом. Каждый столбец в данной гистограмме отображает каждую такую попытку. Поле Trades показывает, сколько необходимо было трейдов совершить, чтобы достигнуть цели. Минимум 476 трейдов, максимум 1076 трейдов. Кредитное плечо по счету использовалось 500. Стартовый депозит 10 тысяч. $100 на центовом счету будут выглядеть как 10 тысяч долларов. Дальше поле Duration. Это поле указывает на продолжительность, то есть сколько времени необходимо было затратить, чтобы от $100 дойти до цели в 11 тысяч. Минимум это было 8 месяцев 14 дней, а максимум 4 года 2 месяца и 8 дней. Просадка максимальная, которая была достигнута, вот 18-я попытка, достигала 65%. Это пиковая просадка по всем ситуациям с 2003 года. Дальше вы видите максимальный торговый объем, уровень маржи, который достигался в процессе торговли, и параметры реинвестирования. Поле реинвестирования имеет большое значение, так как показывает, как часто пересчитывается торговый объем. Здесь мы видим, что вот Volume Update Per Each – это поле, которое показывает 10%. То есть, как только капитал инвестора увеличивается на 10%, сразу автоматически пересчитывается торговый объем. Ежемесячная комиссия управляющей компании составляет 30%. Это означает, что в конце каждого месяца от заработанной суммы снимается 30% в пользу управляющей компании. То есть вы оплачиваете услуги управляющей компании только в том случае, если управляющая компания генерирует для вас прибыль. Если управляющая компания, соответственно, ничего не заработала, то и вы ничего не оплачиваете. Тут следующее поле снятия средств. Это поле означает, что как только ваша первоначальная инвестиция увеличится на $1000 и достигнет размера в $1100, то мы, как управляющая компания, настоятельно рекомендуем вам вывести $100 на свой банковский счет. Как только сумма достигнет $2100, также само вывести $100 на свой банковский счет. То есть, как вы поняли, через каждую заработанную $1000 вы выводите $100 на свой банковский счет. Это сделано с той целью, что если по каким-то причинам не удастся дойти до цели, то у вас останутся уже выведенные деньги, и вы уже сможете пойти на новую итерацию, не затрачивая средств из своего кармана. А сможете сделать это уже используя полученную вами прибыль. Здесь на графике еще раз остановлюсь. Он показывает, вот как вы видите по названию, график просадки. Здесь вы видите те критические просадки, которые достигались в процессе торговли.
Пиковая просадка 65%. Все остальные ситуации, все остальные попытки, да, дойти до цели, они, как правило, не достигали этих значений. Теперь на примере 18-й попытки, то есть на примере вот самой такой долгой по времени и самой глубокой по просадке, на этой ситуации мы рассмотрим график просадки вот более подробно и более детализированно. Вот мы видим, что, во-первых, эта ситуация была в рынке начиная с 2012 года по 2016. То есть, по сути, 4 года от $100 до 11 тысяч система развивалась. И она в основном не выходила за пределы 30% просадки. И только один раз достигла 65%. Сколько трейдов было необходимо совершить, чтобы дойти до цели? В этом поле вы видите трейдс 1076 трейдов. То есть еще раз, 4 года и 1076 трейдов понадобилось, чтобы со $100 сделать 11 тысяч. И еще раз акцентирую ваше внимание, что как только ваш первоначальный капитал увеличивается на $1000, мы рекомендуем вам, настоятельно рекомендуем вывести $100 со своего торгового счета на свой банковский счет. Идем дальше. График доходности. Данный график также относится к 18-й ситуации. И он показывает, как росла прибыль в этой итерации. И мы видим, что в начало, да, точка начала и достижение первых $1000. Это самый сложный, самый продолжительный был период. После чего система взяла один убыток. Вот вы видите здесь такой спад. Вот это сработал стоп-ордер. Далее последовал период восстановления в прежний уровень, до прежнего уровня. После того дальнейший рост до суммы около $5000. К этому моменту вы уже вывели на свой банковский счет $500. В этой точке также произошел стоп-ордер, сработал, был зафиксирован убыток, после чего система восстанавливалась. То есть вы понимаете, да, что каждый период восстановления, вот в начале, потом в середине, потом ближе к концу, это все занимало дополнительное время. Поэтому весь этот период потребовал 4 года и 2 месяца. Но надо отметить очень важный момент, что срабатывание стоп-ордера и фиксация этой прибыли не ломала всю систему, не обнуляла всю полученную прибыль. И система продолжала двигаться дальше к цели. И теперь в противовес 18-й ситуации, которая была самая продолжительная, самая сложная за весь период тестирования, рассмотрим 10-ю ситуацию, которая была очень стремительной. Как вы видите, она развивалась с 2008 года по 2009 и в сумме потребила 8 месяцев. То есть по факту это была стремительная, быстрая ситуация, которая за срок менее года увеличила бы вашу инвестицию и из $100 принесла бы вам $11 тысяч. И это уже с учетом вычета всех комиссий управляющей компании. Это ваша чистая прибыль. Это график просадки этой 10-й ситуации. Здесь ситуация очень похожая на 18-ю. Также основная просадка держится в пределах 30% и иногда достигает 50%. Это график времени попыток. Каждый квадрат – это отдельная попытка дойти цели. Но, как вы видите, они отличаются по времени. Один столбец потребляет больше времени, другой меньше. Вот мы видим две крайности, то есть видим самую стремительную ситуацию, которая развивалась 8 месяцев, 8 месяцев, и видим самую продолжительную ситуацию, которая развивалась 4 года и 2 месяца. Таким образом, вы можете получить представление, сколько времени обычно было необходимо потратить для того, чтобы достигнуть цели, то есть увеличить первоначальную инвестицию в 110 раз. Средний показатель – это 2-3 года. Почему мы и рекомендуем
После того, как вы сделали первый ваш вывод, вывели $100, мы рекомендуем вам также принять участие в параллельной итерации. То есть еще раз вложить те же самые $100 в еще одну итерацию. Таким образом, в течение 2-3 лет вы совершите 2-3 полных цикла и сможете в случае успеха заработать $30 000. Если же сработает только одна ситуация, то вы заработаете $11 000. Более подробно о разных нюансах, которые могут у вас возникнуть, вопросы какие-то, вы, конечно же, можете обратиться к нам либо в комментарии под видео, либо написать нам в Telegram и задать любые вопросы. Мы обязательно вам ответим. И последнее – это график доходности. Это общий график доходности, который показывает все графики всех 27 ситуаций, как они развивались. Мы видим как самые стремительные и быстрые, так и самые продолжительные, да, и сложные, где были убытки. Также видим, что большинство ситуаций достигали своей цели в течение 2-3 лет. Вот они находятся в этой зоне. Отсюда складывается понимание, что время, которое понадобится, скорее всего, наиболее вероятно, на увеличение депозита 110 раз, это будет 2-3 года. За это время будет совершено несколько параллельных циклов в районе 3, то есть 1, 2, 3 цикла. Вы можете принять участие в каждом из них. В результате ваша инвестиция составит сумму не более $300, но потенциальная ваша прибыль достигает размеров $33 000. Соответственно, риск стоит той прибыли, которую вы можете получить. Если у вас остались какие-то вопросы или, может быть, замечания к этому видео, обязательно пишите в комментариях, обязательно вам ответим.